Прекратите прокручивать прямо сейчас. Это послание не предназначалось всем, кто смотрит сегодня. Из миллионов людей, которые увидят это видео, лишь малая часть действительно услышит то, что говорят небеса. Вы были избраны именно для того, чтобы получить это откровение именно в этот момент вашей жизни. Это не совпадение. Это божественное предопределение. Вы здесь не случайно. Боль в вашем сердце, вопросы, которые вы шептали в темноте, молитвы, которые вы выкрикивали без слов, все это достигло престола Божьего. И сегодня Он отвечает. То, что вы сейчас услышите, это тайна, скрытая на виду, ключ, открывающий дверь, о существовании которой большинство даже не подозревало. Это не просто послание, это чудо в движении, и если вы осмелитесь остаться до конца, все в вашей атмосфере начнет меняться. Да, вы не ослышались. Если вы останетесь, если вы прислонитесь к ней, вы уйдете с ясностью, исцелением и сверхъестественным осознанием следующего шага к вашей судьбе. Но если вы отвернетесь, вы можете никогда не открыть наследство, на котором написано ваше имя. Потому что есть обещать предназначение, предназначенное для вашей жизни, но не все получают свое обещание. Некоторые упускают его. Некоторые пропускают его мимо себя, потому что не задержались достаточно долго, чтобы услышать, что Бог действительно говорил. Это ваше предупреждение и ваше приглашение. Происходит нечто святое. Сверхъестественное окно открыто, и оно быстро закрывается. Бог изливает пророческое слово о богатстве, благословении и наследовании, но более того, Он обращается к буре в вашем сердце. Он говорит прямо в засуху вашего духа. И Он говорит вам сейчас, вы в одном шаге от прорыва, о чем вы так долго просили. Но сначала ты должен остаться. Ты должен слушать. Не только ушами, но и вера, с той частью тебя, которая все еще верит, даже когда все вокруг затихло. Потому что молчание – это не отсутствие. А промедление – это не отрицание. Сам факт того, что ты все еще стоишь, все еще дышишь, все еще ищешь, означает, что ты на пороге жатвы. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Ты слишком много пережил, чтобы это закончилось пустотой. Ты потерял сон, пролил слезы и нес бремя, которые никто не видит. Но небеса видели. И небеса не забыли. Есть божественный поворот, который начинается в тот момент, когда вы перестаете бежать и начинаете получать. Прямо сейчас Бог приоткрывает завесу. Он показывает вам то, что враг пытался скрыть, только избыток это принадлежит вам. Не только деньги, но и мир, и ясность, и восстановление. И если вы досмотрите это видео до последней минуты, вы увидите закономерность, стоящую за вашей болью, план, стоящий за вашими проблемами, и цель, стоящую за вашей бурей. Но вот в чем подвох. Ключ к вашему следующему сезону – это не то, что вы думаете. Это не просто очередная молитва. Это не очередное семя. Это откровение. И это откровение сокрыто в том, что вы сейчас услышите. Поэтому я спрашиваю вас, не отводи взгляд, не пропускайте. Не думайте, что это просто очередное вдохновляющее послание. Это священно. Это завет. Это ваш момент. Если вы когда-либо чувствовали себя забытым Богом, если вы когда-либо задумывались, чудо это было предназначено для всех, кроме тебя, оставайся здесь. Потому что еще до того, как закончится это видео, ты поймешь, почему произошла задержка, что означала тишина, и почему, да, почему твой наследование никогда по-настоящему не был потерян. Грядет последний знак, окончательный ответ, тайна, которая все изменит. Но прежде чем мы ее откроем, вы должны понять вес того, что ты несешь. Оставайся со мной. Ведь то, что ты считал концом,
– это лишь начало твоего сверхъестественного точка трансформация. Если вы перейдете по ссылке в этом сообщении в течение следующих нескольких минут, вы пропустите прорыв. Это было уготовано тебе еще до твоего рождения. Враг знает, что ты получишь, и отчаянно пытается отвлечь тебя прямо сейчас. Он нашептывает тебе сомнения, убеждая, что это всего лишь очередное видео, всего лишь очередное обещание, всего лишь очередной эмоциональный момент, который исчезнет, как только экран погаснет. Но позвольте мне обратиться к вашему духу, это не просто видео. Это пророческая стратегия. Это откровение, упакованное в цифровую форму, достигающее вас сквозь время и пространство, потому что Бог объявил, что назначенный момент вашей эго-трансформации сей краткий час. Идет война, которую вы не видите. И дело не в вашем прошлом, а в ваших будущее. Сам факт того, что вы смотрите это прямо сейчас, означает, что противник уже начал атаки, чтобы помешать вам получить ваш урожай. Он не борется с тем, что ему не угрожает. Но ты представляют угрозу. Вы несете что-то святое, что-то опасное в царство тьмы. Сопротивление, которое вы чувствуете в последнее время. Это странная тяжесть, уныние, тишина в вашей молитвенной жизни, финансовые задержки, разрушенные отношения, внутреннее противоречие – все это не случайно война. Потому что каждый раз Бог приближается с новым уровнем благословения, враг сеет смятение, чтобы затуманить ваше зрение. Он знает, что если ты когда-нибудь поймешь, кто ты на самом деле, если ты когда-нибудь откроешь ключ к твоему божественному наследованию, если вы когда-нибудь увидите, сколько избыток хранится с вашим именем на нем, вы станете неудержимы. И он лжет. Он говорит вам, что ваш вера больше не работает, что ваши молитвы отскочили от потолка, что твои лучшие дни позади. Он заполоняет твой разум отвлекающими мыслями, наполняет сердце усталостью и пытается измотать тебя циклами почти, но не совсем. Ты понимаешь, о чем я? Почти благословение, почти чудо, почти прорыв, и вдруг ничего. Но послушайте меня, цикл разрывается. Прямо сейчас. Когда это слово входит в вашу атмосферу, Бог обращает вспять то, что враг пытался отсрочить. Цепи смятения, туман неизвестности, гнет нужды – все это развеивается, когда свет откровения, и как только приходит этот свет, тьма должна отступить. Это не шумиха. Это духовный закон, когда Бог говорит, творение отвечает. И Он говорит сейчас, задержка закончилась. Засуха заканчивается. Благословение движется к вам с силой. Но только если вы сможете распознать голос за шумом. Только если вы сможете заставить врага замолчать достаточно долго, чтобы услышать правдообладающей силой освободить вас. Итак, остановитесь на мгновение. Дышите. И примите осознанное решение: я не отвлекусь. Я не упущу это слово. Я не позволю врагу украсть у меня этот момент. Бог предлагает вам два пути – отвлечение. Или судьба, задержка или избавление, страх или верои. Он спрашивает тебя сейчас, что вы выберете. Прежде чем мы продолжим, мне нужно, чтобы вы сделали один маленький шаг к вере. Поставьте лайк этому видео не из-за меня, а из-за того, что вы провозглашаете в духе. Когда вам нравится это видео, вы говорите: «Боже, я готов. Я принимаю это слово. Я не отступаю. Я стою на Твоем обещать». Этот простой поступок становится семенем. Семенем согласия. И каждое семя, посеянное в вере, производит урожай. Вы не просто пассивно наблюдаете, вы становитесь соучастником божественного момента. Видите ли, есть скрытая истина, которую враг надеется, что вы никогда не узнаете. Враг не боится вашей эмоциональности.
Он боится, что вы станете, помолвлен он боится верующего, который действует в духе. Верующего, который слышит слово и что-то с ним делает. Верующего, который перестает листать и начинает вставать. Потому что этот верующий опасен. Таким верующим невозможно манипулировать. Этот верующий становится сосудом для чудеса. Позвольте мне показать вам узор. Перед каждым крупным чудом в Писании описывается момент сопротивления. Прежде чем разверзлось Красное море, армия фараона преследовала Израиль до самого края. Перед падением Иерихона стены казались непреодолимыми. Прежде чем пролился дождь, положивший конец засухе, Илии пришлось столкнуться с тишиной. То же самое верно и для вас. Сопротивление, которое вы чувствуете, это не отвержение. Это последнее давление перед тем, как дверь откроется. И эта дверь, да, эта дверь, ваше следующее откровение. Вы не в центре смятения. Вы находитесь в коридоре между пророчеством и производительностью, между молитвой и урожай, между болью и власть. Так много людей так и не доходят до конца. Они устают. Они сдаются. Они говорят: может быть, это просто не для меня. И уходят. Но не ты. Ты все еще здесь. Ты все еще смотришь. И это что-то значит. Святой все еще находится в движении. Вы это чувствуете? Бог приближается. Атмосфера густо. Обещать небесной еле льется. И есть слово о твоем финансе, твой здоровье, твой семья, твой мечты, о тех осколках, которые казались слишком сломанными, чтобы их можно было склеить. Он вот-вот заговорит, но вопрос в том, будете ли вы его слушать. Потому что благословение уже движется к вам. Но оно может приземлиться только там, где вера жив. И именно для этого сейчас и нужен этот момент. Чтобы воскресить ваш вера. Чтобы напомнить вам, что вы не забыты. Что нападения, которые вы пережили, были не наказанием, а доказательством. Доказательством того, что враг видел ваш потенциал, доказательство того, что что-то священное приближается, и он боится, что вы его получите. Но ты воля получите его. Вы должен примите это. Потому что земля ждет явления сыновей и дочерей Бога. Ваша семья ждет. Ваш следующий сезон ждет. И благословение, хранящееся на небесах, ждет, когда вы просто скажете: «Да, Господь». Я верю. Да боли. Да процесс. Да урожай. Да чудо. Но это не конец. Нет, это только напряжение перед «повернись». Потому что в следующее мгновение я открою то, что скрывал враг. Я раскрою секрет к раскрытию благословения. И я покажу вам, почему этот сезон ощущался как удушье, хотя на самом деле он был подготовкой. Так что не останавливайтесь сейчас. Не позволяй шепоту сомнения стать громче голоса судьбы, не позволяйте усталости подавить ваш вера. Битва реальна, но победа уже предрешена. И вы, возлюбленные, на стороне победителей. Оставайтесь со мной, потому что то, что я вам сейчас покажу, все обретет смысл. Сопротивление, молчание, неудачи – все взаимосвязано. И как только вы это увидите, все изменится. Враг пришел за твоим разумом. Но Бог готов дать тебе ясность. Враг пришел за твоей радостью. Но Бог готов освободить точку переполнения. Враг пытался закрыть дверь. Но Бог хранит ключ. Итак, я снова спрашиваю вас, готовы ли вы принять то, что было скрыто? Готовы ли вы преодолеть отвлекающие факторы? Готовы ли вы встать,
когда все говорит вам «сиди». Тогда продолжайте смотреть. Потому что следующее слово раскроет причина позади вашего сезона, и дверь которой ведет ко всему, что обещал Бог. И на этот раз вы пройдете через него. Ты ведь плакал тайком, не так ли? Слезы, которые утром не оставляют следов, но опустошают твою грудь, словно пещеру. Ты лежал без сна по ночам, глядя в темноту, и гадал, слышит ли Бог твои молитвы или небеса замолчали. Ты прибирал свои слова, сомневался в своих верах и спросил себя, где я допустил ошибку? Будьте честны. Вы когда-нибудь видели, как кто-то другой входит в свое чудо, пока вы молча сидели в зале ожидания небес? Кивая, улыбаясь, даже хлопая им, в то время как ваш собственный дух шептал: «Боже, когда же мой поворот?» Ты не хотел испытывать зависть, но она все равно прокралась. Ты не хотел чувствовать себя забытым, но тишина была тяжелее, чем можно было бы выразить словами. Ты посеял семена, не так ли? Семена молитвы, семена щедрости, семена послушания. Ты отдавал, когда было больно. Ты прощал, когда это было тебе дорого. Ты оставался, когда другие уходили. И все равно, тебе кажется, что ты несешь больше боли, чем обещать. Скажите, вы когда-нибудь просили у Бога не просто благословения, а знак? Что-то, что угодно, что подтвердило бы, что ты не одинок в этом сезоне. Просто проблеск света. Шепот. Писание, которое словно спрыгивает со страницы. Песня, которая, кажется, написана специально для тебя. Что угодно, чтобы напомнить тебе, что небеса все еще видят тебя. Что твой верностью было напрасным. Вы задали сложные вопросы. Почему нечестивые процветают? Почему мне кажется, что те, кто даже не служит тебе, процветают, а я, старавшийся жить праведно, чувствую, что тону? Почему дверь закрылась после того, как я помолился? Почему они ушли, когда я больше всего в них нуждался? Почему мне кажется, что все отнимается? И за всеми этими вопросами кроется настоящая боль, та, которую вы почти боитесь произнести вслух. «Боже, Ты все еще любишь меня. Я сделал что-то не так? Дисквалифицирован ли я из наследования Ты обещал? Позвольте мне здесь остановиться, не для того, чтобы дать вам клише, не для того, чтобы предложить вам поверхностную повязку для кровоточащего сердца, но чтобы чувствоваться вами. Чтобы сказать вам следующее: Бог видит каждую рану. Он считает каждую слезу. Ни один момент твоих страданий не остался незамеченным. Вы не невидимы. Вы не забыты. Вы не отвергнуты. Вы находитесь в процессе. А переработка священной подготовка для такого. Рода благословения, которые нельзя построить на нестабильном грунте. Но сначала нам нужно разобраться глубже. Потому что, по правде говоря, причина этого боль так больно, потому что это затрагивает больше всегосвященной части тебя. Твоя личность. Твой звонок. Твой судьба. Ты старался быть сильным. Ты нес свою семью на себе. Ты приходил на работу, в церковь, в жизнь, пока твоей собственной дух казалось, что оно рушится под тяжестью всего, что тебе пришлось пережить. Ты молчал, улыбался, когда это было необходимо, говорил «все хорошо» сквозь стиснутые зубы, и все это время втайне размышлял, сколько еще ты сможешь продержаться, не сломавшись. Позвольте мне спросить вас, вы помните, когда в последний раз вы чувствовали весь? В последний раз, когда вы чувствовали видимый без необходимости выступать? Когда в последний раз вы чувствовали присутствие Бога так глубоко, что оно заглушало любой страх, любую ложь, любой мучительный голос? Что случилось с щитоверсией тебя?
Где-то по пути жизнь случилась. Случилось предательство. Случились задержки. Ты начал задумываться, может быть, ты неправильно расслышал Божие. Может быть, это обещать это не совсем для тебя. Может быть, урожай был для кого-то более квалифицированного, более верного, более совершенного. Но все это неправда. Боль, которую вы чувствуете, не является свидетельством того, что вас бросили. Это свидетельство того, подготовка. Тебя не наказывают, тебя ставят в нужное положение. Бог отнимает то, что не может пойти с тобой в следующий сезон. Он разрушит идол ваших ожиданий, чтобы он мог раскрыть более глубокое вечная правда. Вам никогда не предназначалось заслужить благословение. Вам предназначалось получать это. Но как вы получаете, когда ваши руки полны разочарования? Как можно снова доверять, если каждый раз, когда ты верил, что-то развалился? Как открыть свое сердце, когда кажется, что каждая открытая дверь ведет к чему-то большему? Боль? Это не слабые вопросы. Это крики воин, который был ранен. А ты, дитя мое, не слаба, ты раненый, но избранный. Да, ты истекаешь кровью, но все равно назвается, и враг это знает. Вот почему он так упорно сражался. Не потому, что ты сломлен, а потому, что ты опасный, когда исцелиться. Позвольте мне спросить вас еще раз, что бы произошло, если бы вы действительно поверили, что ваше чудо было не только возможно, но и неизбежной? Что изменилось бы в вашем сердце, если бы вы знали, что задерживать было на самом деле божественное время? Что будет с вашим верой, если бы вы поняли, что небеса не игнорируют вас, но готовят благословение, чтобы обильный, так священный, так сверхъестественное, что для этого нужна более глубокая версия тебя? Может ли быть так, что то, что кажется наказанием, на самом деле является защита? Может быть, Бог держал дверь закрытой не для того, чтобы не впустить тебя, а для того, чтобы сохранять вас от того, чтобы натолкнуться на что-то прежде времени? Может ли быть, что ваша пустота именно это пространство Бог хочет заполнить? Это не просто вопросы. Это ключи, и каждый ключ открывает новое измерение понимания. Вы стоите посреди божественного противоречия. Это похоже на смерть, но это рождение. Кажется, что тишина, но это стратегия. Это похоже на недостаток, но это земля для изобилия. Вы не просто ждете, вы становится. И все, через что вы прошли, вело к этой точке. Но вот часть, которую мало кто понимает – боль – учитель. И если вы внимательно прислушаетесь, ваши страдания говорят сами за себя. Не проклятиями, а подсказки. Подсказки о том, где ваш звонок есть. Подсказки о том, что вы, называется, кличить. Подсказки о территории тебе суждено занимают в духе. Видите ли, враг всегда атакует то, чего боится. Так где же ваша самая глубокая боль? Часто это область вашего величайшее задание. Поэтому я спрашиваю снова. Что, если предательство не имело целью уничтожить тебя, а подтолкнуло тебя к выравниванию? Что, если потеря была не концом, а божественный сброс? Что, если молчание было вызвано не тем, что Бог тебя игнорирует, а тем, что Бог доверяет и со священной тишиной? Можно ли продолжать верить, когда благословения нигде не видно? Можно ли держаться за веру, когда все привычное исчезает? Можно ли доверить обещать, когда у вас еще нет доказательства? Это не вопросы эмоций. Это вопросы судьбы. Потому что то, что вы делаете в этот момент, как вы реагируете на это духовное напряжение, определит следующий момент, сезон вашей жизни. И прямо сейчас, даже если вам кажется, что враг победил, это не так. Потому что вы все еще здесь. Все еще смотрите. Все еще дышите.
все еще тянетесь. И это значит, что история не окончена. Даже близко нет. Потому что прежде чем это видео закончится, мы разоблачим ложь, которые держали тебя связанным. Мы сломаем цикл, которые украли вашу уверенность. И мы вернем вам обещать, которое принадлежит вам, не потому, что вы это заслужили, а потому, что вы наследник к этому. Но сначала, можете ли вы снова быть честными с Богом? Можешь ли ты принести свою боль в Его присутствие, не отполированную, не отредактированную, на сырой и настоящий? Потому что именно здесь начинается исцеление. Прямо там, вместо истины. И эта истина заставит тебя бесплатно. Тебя не бросили. Тебя не забыли. Бог не оставил тебя без внимания. То, что ты чувствуешь сейчас, боль в груди, бесконечное ожидание, закрытые двери, упущенные возможности – это не наказание. Это подготовка. Тебя не лишили обещания, тебя изысканы для наследства. Слушайте внимательно, потому что то, что я вам сейчас открою, полностью изменит ваше понимание пройденного пути. Страдания не были случайными. Тишина не была пустой. Задержка не была отрицанием. Вас не оставили позади. Вас позиционируется каждая слеза, пролитая тобой в полночный час, орошала почву твоей судьбы. Каждый момент нужды создавал место для избыток, я подготовился. Ты не потерял время, ты обрел зрелость. Ты не потерял отношения, ты обрел откровение, то, что казалось отвержением, оказалось моей божественной защитой. А то, что казалось концом, оказалось лишь началом священного преображения. Потому что вот в чем секрет, дитя мое, боль не означает, что ты потерпел неудачу. Боль означает, что что-то рождается. Когда семя погребено во тьме, оно не взывает к свету. Оно ждет. Оно пускает корни в тишине. И когда приходит время, оно прорастает сквозь землю, сильнее, выше, готовое принести плоды. Именно этим я и занимаюсь, ко твое сердце я похоронил тебя не для того, чтобы покинуть тебя, а для того, чтобы вырастить тебя в сосуд, достаточно большой, чтобы выдержать вещу, да я собираюсь выпустить. И все же я вижу вопросы, которые ты носишь в своем сердце. Скрытые сомнения. Моменты, когда ты хотел уйти от своего призвания, от своей веры, от своей надежды. Ты спросил меня, почему Бог допустил это, если Он любит меня? Ты прошептал, если я избран, почему я чувствую себя таким забытым? И я услышал каждое слово. Я поймал каждое слеза, зная, моральная дилемма твоей души – это напряжение между верой в мое обещание, боритесь со своей болью. Позвольте мне сказать правду в эту безмолвную войну. Вас не наказывают, вас ставят в определенное положение, ты не проклят, ты освященный. Вы не сломаны настолько, что не подлежите ремонту. Вы перестраиваетесь во что-то новое, священная буря не была создана, чтобы потопить тебя. Она была создана, чтобы обнажить то, что в тебе непоколебимо. Это не твое поражение, это твое поражение, точка, определяющий момент. Дикая природа никогда не была предназначена для того, чтобы уничтожить вас. Она была предназначена для того, чтобы отними всякий голос, кроме моего, чтобы, когда я назову ваше имя, вы точно знали, кто говорит. Переломный момент происходит прямо сейчас. Божественный поворот в вашей атмосфере. Но чтобы полностью принять его, вы должны выпускать ваша старая интерпретация вашего пути. Вам нужно перестать называть его неудачей, когда на самом деле это был ваш путь. Ковка, перестаньте называть это потерей, когда это я освобождал место для божественное дополнение, то, что вы приняли за атаку врага, на самом деле было моей атакой, скрытое обучение, я учил тебя сражаться молча. Я тренировал твои руки, точка, духовная война в невидимом. И теперь, сейчас,
приближается время вашего раскрытия. Да, дитя мое, тебя специально спрятали. Оградили, а не отложили. Скрыли, а не отменили. Защищенную, а не обошли стороной. Потому что то, что я вложил в тебя, слишком драгоценно и подвергаться преждевременному воздействию. Существует помазание, благословение, призвание, чудо привязано к твоему имени, которое враг не может украсть, потому что оно было запечатано в завятище до того, как вы родились. Но теперь слушайте внимательно, потому что я собираюсь дать вам привилегированные знания, которые меняют атмосферу. Знания, которые меняют сердце и активируют ключи. Причина, по которой это заняло так много времени, в том, что то, что вы сейчас получите, это часть вашего поколения. Это не только для вас, это для ваших детей и их детей. Это не просто деньги, это наследственное богатство. Это не просто прорыв, это территория, вы собираетесь вступить в благословение, которое изменит родословные. Вот почему война была такой напряженной. Вот почему у вас был соблазн уйти. Вот почему каждый шаг вперед ощущался как битва, потому что вы несете в себе нечто, угрожающее системе противника. Вы никогда не должны были сливаться с ней. Вы должны были смещение размеров. Вот почему твой путь не был похож ни на чей другой. Потому что твое призвание не копия, а божественный оригинал. Но ходить в этом наследовании вам нужно отказаться от своего старого понимания периода ожидания. Боль должна быть переосмыслена. Что, если закрытая дверь была не словом «нет», а словом «Бог», пока нет, потому что я хочу дать вам больше? Что, если предательство было не проклятием, а божественное перенаправление? Что, если задержка была вызвана не проверкой вашего терпения, а развитием вашей проницательности так, что когда дверь открывается, вы точно знаете, какие из них от меня? Это твой поворотный момент. Ваш духовный стержень. В священный момент откровения ты думал, что идешь в тупик, но ты шел прямо навстречу своей судьбе. Слезы были ценой, но слава будет наградой. Дикая местность была твоим классом, наобетованная земля ваш выпускной. И вот тучи рассеиваются. И вот ветер меняется. И вот вы начинаете видеть, почему все должно было произойти именно так. Потому что ничто не было потрачено впустую. Ни одного мгновения. Ни одного отклонения. Ни одного разбитого сердца. Все это вместе создало свидетельство, которое непоколебимый. Ты, судная, выбрал этот сезон. Ты, носитель спрятанное сокровище, и следующая глава вашей жизни будет определяться не болью, а цель. И я знаю, о чем ты думаешь, как мне снова доверять, как мне снова верить, как мне двигаться вперед, когда все во мне истощено. Дитя мое, я не призывал тебя действовать своими силами. Я призвал тебя, поток в моем духе. Речь идет не о том, чтобы прорваться, а о том, чтобы ждаться ваш путь вперед. Доверьтесь мне. Я не просто автор вашей веры, я, финишер, и я никогда не начинаю работу, которую не собираюсь делать полной. Итак, вот вам священное наставление. Начните воспринимать свою боль как подготовку. Начните смотреть на свое прошлое святая перспектива. Начните называть свой сезон так, как я его называю, не потеря, а уточнение. Не задержка, а божественное время. Не отказ, а перенаправление, и когда вы это сделаете, посмотрите, как небеса начинают соответствовать вашему откровению. Смотри, как двери начинают открываться. Смотри, как благосклонность, которая когда-то была скрыта, начинает преследовать тебя. Потому что теперь твое сердце готово.
Да, богатство грядет. Да, благословение уже в пути. Да, чудо ближе, чем вы думаете. Но что еще важнее, теперь вы соответствуете своей истинной идентичности. Ты дитя завета. Ты наследник святого обетования. Ты избран не человеком, но рукой самого Бога. Запомни этот момент, дитя мое. Запечатли его в своем духе. В следующий раз, когда тебе захочется сдаться, в следующий раз, когда твоя душа поддастся искушению усомниться, ты вспомнишь эту священную истину. Вас не наказывали, вас готовили, и подготовка была доказательством величина благословения. Нефть течет. Мантия опускается, урожай приближается. Все, что тебе нужно сделать, это остаться в выравнивании, оставаться в вере и остаться в молитве. Потому что то, что будет дальше, это не просто награда, это откровение всего, что я обещал тебе в тайне. И то, что я шепчу по секрету. Я буду кричать во свете. Мир увидит, что я вложил в тебя. Дверь откроется. Роли поменяются. И слова будет неоспоримым. Вы не задержались. Вы были предназначены. И это было только начало. Против твоей судьбы существует заговор. Да, перечитайте еще раз. Не совпадение. Не полоса неудач. Не просто тяжелый сезон, заговор. Что-то работает в тени, нашептывая ложь, искажая правду и расставляя ловушки ко все, чтобы заставить тебя забыть, кто ты на самом деле. Но сегодня, под тяжестью божественного огня, всякая ложь подвергается незащищенной, и каждая истина является освященной. Потому что ты, дитя мое, необычный. Ты никогда были. Ты был отмечен с самого начала. Ты несешь в себе семибожественное богатство, пламя чудодейственная сила, ДНК завета, которую даже ад не смог стереть. Задержка была стратегической, как и сама атака. Сопротивление, которое вы чувствовали, было не просто следствием тягот жизни, а свидетельством того, что вы опасны к тьме. Вот почему вы чувствовали сопротивление на каждом шагу. Вот почему война была беспощадной. Вот почему отношения рушились. Вот почему ваш разум был в осаде. Величайшим страхом врага никогда не было ваше поражение. Он был тем днем, когда вы просыпаетесь и вспоминаете, кто вы. И это день сегодня. Ты дверной проем к поколениям прорывов, держатель ключа к божественной истине. Сосуд сверхъестественного избыток. Вы не просто выживаете, вы семя избавления в вашей родословной. Ваша история – это не просто свидетельство, это стратегия небес, завернутая в человеческую кожу. И причина, по которой ты подвергся такому сильному нападению, в том, что твой урожай – это наследственное. Ваш обещать вечен. Твой голос – это оружие, и ваше присутствие в этот самый момент является доказательством того, что заговор провалился. Но вот тайна, которую враг не хотел, чтобы вы знали, Бог никогда не отсутствовал. Ни разу. Даже когда ты шел долиной смятения, когда твои молитвы казались безмолвием, когда твое сердце разрывалось от разочарования, Он был там. Я был экранирование ты. Я был говорящий, даже когда ты меня не слышал. Я был написание сценарий, который только сейчас начинает раскрываться во всей красе. Ложь говорила, что тебя забыли. Правда говорит, что тебя забыли. Благоприятствование. Ложь говорила, что тебя бросили. Правда говорит, что тебя бросили. Помазанный. Ложь говорит, что уже слишком поздно. Правда говорит, что ты точно вовремя. И теперь завеса поднимается.
Повествование меняется, точка обещания вот-вот взорвется в реальность. Но не раньше, чем вы столкнетесь с заговором лицом к лицу. В вас сомневались не только люди. Проблемы возникли не только с финансами, заговор с целью духовного убийства, скоординированная попытка похоронить вашу личность под слоями стыда, страха, сожалений и промедления. Но этот заговор был раскрыт. И теперь сила откровения освобождает вас. Услышь меня, вы боретесь не только за себя, вы боретесь за следующее поколение. Вы разрушаете циклы, которые десятилетиями держали вашу семью в рабстве. Вы открываете двери, которые никогда не открывались. Вы открываете заветы, которым ваши предки взывали, но так и не дождались. Вы проявление молитв, шепчущихся в отчаянии. Ты отвечать к стенаниям поколений. Вы здесь не случайно. Вы здесь божественное назначение. И вот в этот момент все начинает меняться. Когда вы говорите «да» к тому, кем ты являешься на самом деле. Когда ты перестанешь извиняться за свое помазание. Когда ты перестанешь скрывать свой дар. Когда ты встанешь, отряхнешься и провозгласишь «это мое время». Это мой урожай. Это мое наследие. Потому что, когда ты говоришь «да» своей идентичности, все небеса поддерживают тебя. Ангелы приходят в движение. Ресурсы начинают выравниваться. Чудеса начинают происходить. Потому что самое большое препятствие было не снаружи, а внутри тебя. Это была вера в то, что ты недостоин. Что твое прошлое дисквалифицировало тебя. Что твои ошибки перечеркнули твое обещание. Но мне есть что вам сказать сейчас. Я никогда не менял своего мнения о тебе. Ты все еще тот, кого я выбрал. Все еще тот, которому я звонил. Все еще тот, кого я помазал. Все еще тот, кому я доверяю священная ответственность. И теперь пришло время в Амиде смело в свое обещание. Не присмыкаясь, не извиняясь, не задавая вопросов, но декларируя с огнем в голосе и верове твоей груди: это мой назначенный сезон. Заговор разрушен, цепи разрушены, и врата изобилия распахнулись настежь. Потому что то, что было когда-то скрыто, теперь открывается, а то, что открыто, уже не вернуть. Но мне нужно, чтобы ты сделал кое-что сейчас, прямо сейчас, прежде чем мы пойдем дальше. Я хочу, чтобы ты, паузая тот момент, и комментарий ниже расскажи мне, какая ложь пыталась удержать тебя. Произнеси ее вслух. Разрушь ее силу. Разоблачи ее. Потому что, когда ты говоришь ее, ты лишить его полномочий. Если вы поместите его на свет, он потеряет сцепление. Ложь ли говорила, что вы всегда будете бедными? Ложь ли гласит, что ваш род проклят? Разве ложь не говорила, что ты никогда не станешь чем-то большим, чем ты был? Ложь ли говорила, что вы слишком опоздали, слишком сломлены, зашли слишком далеко? Скажи мне прямо сейчас. Выскажите это в комментариях. Скажите: ложь сказала, но Бог говорит. Пусть это будет момент общественного расчета, пусть в этот момент ваш голос станет оружием истины. Ведь когда вы пишете, цепи рвутся. Как вы заявляете, атмосфера меняется. Как вы свидетельствуете, ты становишься доказательством того, что небесный план всегда будет торжествовать. Тебя не забыли. Ты забыт, кованый. Вы не отстаете. Вы позвонил впереди, вот врата открываются. И не одни, много двери, о существовании которых вы даже не подозревали. Возможности, о которых вы даже не мечтали. Благословения, которых вы не заслужили,
но были вписаны в ваш завет от начала времен. И они придут не потому, что вы были совершенны, но потому, что ты вспомнил, кто ты. Скажите это сейчас в комментариях. Я помню, кто я. Скажите это еще раз громче. Напишите это еще раз, заявите. Я помню, кто я. Ты – сосуд проявления чуда. Носитель святое изобилие. Ребенок вечный завет. И все, что пыталось остановить тебя, теперь становится ступенька для вашего возвышения. То, что когда-то сдерживало вас, теперь под твоими ногами оружие, возможно, и сформировалось, но оно не будет успешным. Потому что вы были разбужены. Вы больше не обмануты. И теперь взрыв обещаний начинается. Вы думали, что речь идет о том, чтобы избавиться от долгов, но теперь вы видите, что речь идет об освобождении наследственного богатства. Вы думали, что речь идет об исцелении вашего тела, но теперь вы понимаете, что речь идет о активации божественной власти. Вы думали, что речь идет о том, как пережить эту неделю, но теперь вы знаете, что речь идет о хождении в сверхъестественном переполнении. Размах всегда был больше. План всегда был выше. Завет всегда был вечный. Итак, выпрямитесь. Поднимите голову. Смотрите вперед. Потому что то, что грядет дальше, это не мелочь. Это обильный. Не поверхностный. Это глубокий. Не. Временно. Это вечный. Вы вступаете в сезон явленной славы. И пути назад нет. Оставьте комментарий. Дайте показания. Произнесите это вслух. Я избран. Я семя прорыва. Я открываю двери. Я хранитель ключей от королевства. Я необычный и назначен. Напишите это. Произнесите это. Поделитесь этим. Пусть это станет вашим заявлением. Пусть это будет моментом, когда вы пожалеете, что вмешались в вашу судьбу. Потому что ваша личность активированной. И ничто уже не будет прежним. Заговор раскрыт. Ложь разрушена. Обещание есть взрывающееся. И твоя судьба решается уже сейчас. А теперь расскажите мне в комментариях, кто ты. Послушай, дитя мое, ведь то, что я собираюсь сказать твоему духу, это не предложение. Это не выбор. Это божественное повеление. Священное наставление, нашептываемое прямо из тронного зала Бога, сверхъестественный протокол, открывающий полное проявление благословения, которое уже парит над твоей жизнью, ожидая твоего отклика. Ты услышал пророчество. Ты почувствовал жгучее подтверждение в груди. Ты знаешь, что это было не просто послание, это был твой момент. Но моменты хрупки. Они – ключи. А ключи ничего не значат, если их не вставить в дверь. В духе прямо сейчас открываются двери. Но они управляются голосом. Они активируются движением. И если промедлить, окно закроется. Итак, послушайте меня. Вы должны точно следовать указаниям небес. Есть 3 вещи, которые вы должны сделать в течение следующих 24 часов без промедления, без отвлечения. Это священный ответ на слово, которое вы только что получили. Это послушание, которое превращает семя в урожай. Во-первых, вы должны громко провозглашать то, что Бог уже сказал о вашей жизни. Да, вслух. Не шепотом. Не мысленно. Насказанные смело и авторитетно. Почему? Потому что рай отвечает на веру, а ад на звук. Враг не может читать твои мысли, но трепещет при твоем голосе,
когда ты говоришь в согласии с Божьим заветом. Я хочу, чтобы вы потратили 5 минут, всего 5, и произнесли в атмосферу следующее заявление: «Во имя Иисуса я принимаю свое божественное наследие». Я провозглашаю, что богатство, благословение и изобилие, обещанные Богом, теперь доступны моей жизни. Я иду в сверхъестественном урожае, предназначенном моему имени. Каждый враг моей судьбы побежден. Каждая задержка нарушена. Каждое обещание живо во мне. Я избран. Я защищен. Я вхожу в свое чудо. Не говори это один раз, скажи это 3 раза к утру. Полдень. Вечер. Пусть голос ваш станет трубой, призывающей благословение ваше. Ибо слово говорит: положишь решение, и оно состоится у тебя. Иов 22 часа 28 минут. Это не просто духовное, это закон. Чтобы увидеть его, нужно произнести его вслух. Во-вторых, вы должны очистить свое пространство от всего, что блокирует присутствие Бога. Послушайте меня, это, возможно, самое трудное, потому что требует честности. Но благословение не может существовать там, где остается горяч. Изобилие не может укорениться в захламленной, духовно-токсичной среде. Я говорю о вашем физическом пространстве, вашем доме, вашей спальне, вашей цифровой жизни. Пройдитесь по своей комнате. Оглянитесь вокруг. Есть ли что-то, предмет, послание, старое воспоминание, что напоминает о времени непослушания? Об отношениях, которые ранили вашу веру? О чем-то, от чего Бог когда-то велел вам отказаться? Пришло время его удалить. Да, это может быть больно. Но именно так выглядит освящение. Бог не может наполнить то, что ты не опустошил. Ты должен стать сосудом. Ты должен стать алтарем. Ты должен подготовить почву. Даже на телефоне просмотрите свои социальные сети, свои разговоры, свои уведомления. Заставьте замолчать голоса, которые не совпадают с вашей судьбой. У вас нет времени на отвлечение. Дверь слишком священна, чтобы подходить к ней с рассеянным вниманием. Это время духовного очищения, потому что чудо, которого вы ищете, требует приземлиться. Это ваш акт почтения. Ваша жертва послушания. Подобно тому, как израильтяне убирали закваску перед Пасхой, так и вы должны удалить все, что загрязняет ваш воздух. Благословение слишком свято. Обещание слишком драгоценно. Третье. Вы должны записать 3 имени и помолиться над ними сегодня вечером. Почему? Потому что благословение в вашей жизни предназначено не только для вас, оно предназначено для умножения. Так вы активируете закон духовной взаимности. Так вы докажете небесам, что вы распорядитель, а не накопитель. Дающий, а не просто принимающий. Эти 3 имени. Попроси Бога открыть их. Кто-то из твоей семьи. Кто-то, кого ты избегал. Кто-то, кого ты любишь. Кто-то, кто сломлен. Запишите их имена. Произнеси их перед престолом. Молись о них со слезами, если нужно. Ты стоишь в проломе. Ты переносишь избыток. Этот поступок, такой простой, но такой сильный, и есть последний ключ. Ведь когда Иов молился за своих друзей, Слово говорит: Господь восстановил его состояние и дал ему вдвое больше, чем он имел прежде. Иов 42:10. Двойная порция пришла только после заступничества. Многие пропускают этот последний шаг. Они получают Слово, но никогда не сеют его дальше. Не совершайте этой ошибки. Благословение – это река, а не пруд. Оно течет. Оно дает.
Оно расширяется. Послушайте. У вас есть 24 часа, чтобы сделать все это. Это не суеверие. Это божественная срочность, потому что, когда пророческое слово высвобождается, оно открывает окно, и это окно имеет свой срок. Отложенное послушание все еще не послушание. Врагу не нужно красть ваше чудо, ему нужно лишь, чтобы вы отложить это, но Бог говорит: двигайтесь сейчас. Действуйте сейчас. Говори сейчас. Это твой переход. Это твой Иордан. Ты достаточно долго блуждал по кругу. Облако движется. Двинешься ли ты вместе с ним? Позвольте мне повторить это, чтобы это запечатлелось в вашем духе. Шаг первый. Громко провозгласите свое чудо, говорите это с верой и авторитетом. Шаг второй. Очистите свое пространство, удалите все, что огорчает Святого Духа. Шаг третий. Запишите 3 имени. Помолитесь над ними. Благословите их. Ходатайствуйте. Это не ритуалы. Это не дела. Это акты выравнивания. Небеса откликаются на приказ. Бог благословляет тех, кто чтит Его голос. И вот секрет, которого вы ждали. Каждое из этих действий является отражением того, что Бог уже делает в духе. Когда вы говорите, Он говорит. Когда вы очищаете, Он очищает. Когда вы благословляете других, Он благословляет вас. Вы работаете не в одиночку. Вы сотрудничаете со сверхъестественным. Это ваша часть завета. Вы не можете контролировать дождь, но вы можете подготовить почву. Вы не можете заставить урожай, но вы можете полить семя. И как только семя пробудится, ничто не может остановить его от прорыва. Теперь я хочу, чтобы вы почувствовали это в своем духе, потому что что-то меняется, даже пока вы читаете. Священная необходимость. Сверхъестественная вибрация в атмосфере вокруг вас. Небеса наблюдают за вашим следующим шагом, ангелы расставлены. Дверь дрожит. Не оглядывайся назад. Не сомневайся. Не сомневайся в том, что ты чувствовал во время этого сообщения. Оно было реальным. Оно было божественным. Ты не сумасшедший. Ты не опоздал. Ты именно там, где Бог нуждается в тебе. Но ты должен действовать. Ты должен подчиняться. Ты должен двигаться. Это момент, который отделяет слушателей от деятелей. Мечтателей от манифестантов. Гостей от обитателей. Чудо ждет, но именно твой голос, твое послушание, твое сердце открывают свод. Вас не просят выступать. Вас приглашают подстроиться. Вы хотели знак? Вот он. Вы хотели подтверждение? Вот оно. Вы просили инструкции. Вот они. Речь уже не о чувствах. Речь о вере. Вере послушной, радикальной, непосредственной. Вера, которая говорит. Вера, которая очищает. Вера, которая сеет. А теперь иди. Делай, как повелели небеса. И смотри, как двери начинают открываться. Смотри, как возвращается ясность. Смотри, как тяжесть уходит. Это не просто конец послания. Это начало проявления. Ты избран. Ты готов. Чудо совершается. И в следующей части этого путешествия я покажу вам, как поддерживать эту трансформацию, чтобы оно не выскользнуло у вас из рук, а стало вашей новой основой. Но сейчас иди. Действуй. Повинуйся. Следующие 24 часа определят следующие 24 месяца вашей жизни.
Вот оно. Момент запечатывания. Момент священного завершения. Момент, когда все, что было сказано тебе, все, во что ты верил сердцем, но еще не мог увидеть своими глазами, теперь венчается божественным подтверждением. Ты услышал. Ты получил. И теперь ты должен идти пешком. Ваше свидетельство следующее. Ваше чудо ждет. Ваш прорыв готов. Но ничто из этого не происходит случайно, это требует вашего участия. Это требует вашего послушания. Это требует вашей веры, небеса не колеблются от одного лишь слуха, они колеблются от действий. Бог вознаграждает тех, кто не только верит, но и откликается. Итак, прямо сейчас, да, в этот самый момент, я хочу, чтобы вы скрепили это сообщение окончательным актом согласия, нажмите кнопку «Мне нравится» не просто ради формальности, а как пророческий жест. Как заявление, которое говорит «Я принимаю это слово». Я на одной волне с небесами. Я готов к следующей главе. Пусть ваши действия станут заветом. Пусть ваше согласие станет окончательным «да». Ты прошел сквозь бурю. Ты выдержал задержку. Ты плакал втайне, спрашивая, знает ли кто-нибудь, как тяжело продолжать верить, когда ничего не меняется. Но вот правда, небеса все видели. И твои страдания не были напрасны, ты стоишь на краю своего обетования. Благословение не где-то вдали, оно близко, у самой двери. И теперь ключ у тебя. Этот путь был не только путешествию со чудом, но и путешествию, в котором я стал тем человеком, который способен его пережить. Ты уже не тот, кем был, только ты стал сильнее. Мудрее. Ты был очищен огнем и преображен верой. То, что когда-то было сломано в тебе, чинится. То, что когда-то было скрыто, теперь открывается. И теперь я говорю это последнее слово посвящения вашей жизни. Ты благословен. Ты избран. Ты призван для такого времени. Вы здесь не случайно. Вы не забыты. Бог не прошел мимо вас. Задержка была не отрицанием, а подготовкой. То, что вы считали молчанием, на самом деле было стратегией. Бог устраивал вашу жизнь за кулисами. И вот занавес поднимается. Жатва приближается. Наследство реально. Изобилие священно. И чудо, оно личное. Оно отмечено вашим именем. Небеса вписали его в вашу историю. И теперь вы ступили на ту страницу, где оно начинает проявляться. Так что же вам теперь делать? Умножьте это благословение. Не скрывайте его. Поделитесь этим посланием с тем, кто в нем нуждается. Отправьте его 3 людям, 3 сердцам, 3 жизням, которым нужно такое же подтверждение, какое вы только что получили, и теперь вы, носитель этого огня, точно так же, как это слово зажгло что-то внутри вас, оно зажжет и кого-то другого. И я хочу, чтобы ты комментарий ниже не просто пролистайте. Оставьте свое согласие в письменной форме. Напишите «Я получаю свое наследство» или «Мое чудо совершается». Пусть это будет зафиксировано в духовной и цифровой форме, ваши слова имеют значение. Ваше свидетельство формируется. И оно начинается здесь, когда вы оставляете комментарий, вы не просто взаимодействуете с видео, вы свидетельствуете небесам о своей вере. И если вы еще этого не сделали, подписаться. Это путешествие еще не закончено. На самом деле, то, что произойдет дальше, покажет вам, как поддерживать эту трансформацию, как ходить в ежедневном изобилии, как преодолевать сопротивление, как говорить и жить победой. Каждое видео – это часть пазла. Шаг на пути. Голос, ведущий вас глубже в судьбу. Не иди по этому пути в одиночку.
Ты теперь часть остатка, племени веры, семьи воинов, которые верят в сверхъестественное, следуют обетованиям Божьим и отказываются соглашаться на меньшее, чем полнота Его завета, тебе здесь самое место. И поэтому я благословляю вас, пусть ваши руки никогда не будут пусты. Пусть ваши молитвы никогда не будут тщетны. Пусть ваш дух будет ровным, ваше сердце мягким, ваши глаза открытыми. Пусть Бог изобилия направит свои реки в ваши сухие места. Пусть двери распахнутся настежь. Пусть благосклонность будет преследовать вас. Пусть ваши враги увидят свет, озаряющий вас, и исчезнут. Пусть радость сменит печаль. Пусть ясность сменит смятение, и пусть чудо, произнесенное сегодня, станет проявлением того, что вы проживете завтра. Это не просто конец видео. Это начало нового цикла «Святой сдвиг». Божественная перекалибровка. Прошлое позади. Будущее помазано, а твое настоящее – это мост. Вы избраны. Вы победили. Вы благословенны. И ты больше не ждешь двери, вы тот, кто держит ключ. Теперь идите. Двигайтесь. Активируйте. Комментируйте. Подписывайтесь. Заявляйте. И возвращайтесь за следующим откровением, ведь благословение, которое вы только что получили, это только начало. В следующем эпизоде мы рассмотрим, как защитить и то, что вы получили, как сохранять стойкость, когда разгорается война, и как ежедневно жить в ритме сверхъестественного изобилия. До тех пор пусть небеса вам улыбнутся. Чудо твое совершается, и свидетельство твое пишется.